Еще один странный ритуал – это праздник пирсинга Тайпусам. Ежегодно в конце января или в начале февраля в Азии празднуют праздник Тайпусам, когда полный месяц Тай встречается с самой яркой звездой Пусам. Традиция этого фестиваля насчитывает уже более 2000 лет. В основном это наблюдается в странах, где есть значительная тамильская диаспора, таких как Индия, Шри-Ланка, Малайзия, Маврикий, Сингапур, Таиланд и Мьянма. В ходе фестиваля индуисты празднуют мифологическое событие передачи Парвати, это жена бога Шивы, тамильскому богу войны Муругану копья, с помощью которого он убил демона Сурападмана. Делают они это посредством болезненного прокалывания различных частей тела, включая язык. Со временем эти ритуалы стали более драматичными, красочными и кровавыми. Язык и щеки у добровольцев прорезаны 2 символичными шампурами, что показывает, что паломник жертвует даром речи. Эти самые паломники часто бреют головы и проходят большие расстояния, чтобы быть там. Прежде чем кто-то из паломников может нести свою ношу, или как ее еще называют кавади, они очищают себя в течение 48 дней через безбрачие, особую диету и постоянную молитву. За это время они должны мыться только холодной водой и немного спать на полу. Они несут кавадис, которые пронзают или наносят удар их телам. Некоторые тянут тяжелые сани, прикрепленные к телу крюками. Также в ходе фестиваля проводится обряд поклонения Муругану, частью которого является танец кавади. Кавади совершается в знак благодарности Муругану и как прошение о защите и помощи. Фамадихана – это ритуальная церемония почитания мертвых, распространенная на острове Мадагаскар. Она еще носит название как переворачивание костей. Эта церемония имеет относительно недавнюю историю, появившись примерно в 17 веке у горных племен Мерина и Бицелеу. В древности объектом религиозного поклонения служили те из предков, которые при жизни занимали значимое положение в обществе. Прижизненное почитание власти вождей перешло в их посмертное обожествление. Однако со временем культ обожествленных правителей постепенно сошел на нет. Объектом почитания все больше становились прародители семьи и рода. Церемония основывается на вере в то, что жизнь человека исходит от Бога посредством Разана или духа предков. Таким образом, предки являются посредниками между живыми и Богом, а живые – временным продлением мертвых. Место погребения умерших родственников всегда устраивается возле дома, в углубленном склепе. Человек, согласно вере, переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится. Пока же этого не произошло, духу умершего необходимо периодически встряхиваться, общаясь с членами своей семьи. Во время церемонии останки оборачивают в новый саван из домотканого шелка, поднимают на руки и начинают носить и танцевать с ними, смеясь и толкаясь вдоль границ двора. На церемонию собираются все родственники усопшего, которых приглашают за месяц, нанимаются музыканты и актеры. Для родственников и знакомых устраивается обильное угощение, а также приносят в жертву животных. Через несколько часов действа останки возвращают в гробницу и кладут уже на новое место в соответствии с иерархией. Склеп запечатывают глиной. Циновку, на которой переносили усопшего, разрывают на части и раздают людям. Обладание таким кусочком считается хорошей приметой. Например, положенная под матрас ткань якобы избавляет женщин от бесплодия. В этот день также не рекомендуется плакать. И люди наслаждаются музыкой, танцами и радуются встрече с историей своего рода. В Индии существует древняя страшная традиция скидывания маленьких детей с высоты. Этой традиции уже более 7 веков. В основном ее придерживаются в индийском штате Карнатака, возведя в ранг религиозного праздника, сопровождающегося всеобщим ликованием и застольем. Ежегодно в начале декабря все население собирается около местного храма, чтобы понаблюдать за страшным действием – сбрасыванием младенцев с 15-метровой высоты. Иной раз такая участь постигает более 200 детей. Индусы верят, что если семья совершит подобный обряд с малышом, то всем им Всевышний дарует здоровье,
выносливость, благополучие, удачу и еще много детей. Если ребенка удачно поймают внизу, то, безусловно, можно считать его счастливчиком и говорить, что он в рубашке родился. Но все равно он получает сильный удар при падении с такой высоты на натянутое полотно. Подобные манипуляции проводят с детьми от грудничкового до 2-летнего возраста. Более взрослые дети уже понимают, что к чему, и вряд ли спокойно и безропотно дадут себя сбросить с крыши. Внизу мужчины натягивают простыню или покрывало, а на крыше храма священник или отец начинает сначала трясти малыша, держа его за ножки, а потом сбрасывает вниз. Удачно пойманного малыша по цепочке передают из рук в руки и отдают матери. Затем наступает очередь следующего ребенка. Даже в самой Индии есть много людей, которые считают этот обряд диким и сравнивают его со сбрасыванием мальчиков со скалы в древней Спарте. Они пытаются добиться от властей принятия запрета на проведение этого жесткого обряда, но пока безрезультатно. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать колокольчики.